Итак, всем привет! Мы находимся в очередных дебрях нашей области. И сегодня очень нестандартная деревня, она находится рядом с хорошей дорогой. Как вы видите, мы прямо смогли к ней подъехать. Деревня находится справа, виднеется первый дом. Всего там примерно 8 домов. И до сих пор в деревню заходят провода. Даже не верится, что она может быть заброшенной. Пролетел на квадрокоптере сверху. Никаких огородов, все заросшее, никаких дорожек. Признаков жизни замечено не было. Дорога уходит дальше, в сторону следующих деревень. Непонятно, живут ли там или же нет. Сейчас будем смотреть, что происходит в этой деревне. Деревня окружена рекой, поэтому ищем мостик и смотрим, что от нее осталось. Вам не видно, но напротив находятся руины колхоза. В советские времена, видимо, тут был колхоз, и жители этой деревни прямо тут и работали. Но сейчас, естественно, все это давно ушло в прошлое. Очень непонятные отверстия в столбе. И, как мы видим, провода в деревню все еще идут. Я не удивлюсь, если там есть электричество. Ну что же, мы уже совсем близко. Сейчас посмотрим, что осталось от этого места. Первый хаотичный дом. Давайте посмотрим. Меня он заинтересовал своим крыльцом. Как мы видим, все заросшее. Никаких тропинок, остатки забора. Кстати говоря, даже забор был украшен. Смотрите. Казалось бы, обычная доска, но с резьбой по дереву. И вот такие вот домики. Провод подходит к одному из них. Не знаю, открыты они или же нет. Все вокруг заросшее. Очень необычное крыльцо, что у первого, что у второго дома. А здесь-то вообще что-то невероятное. И вот такое вот окно, стена, даже не знаю, как это назвать, в сочетании с крыльцом смотрится просто невероятно. Много резьбы по дереву. Все эти башенки, уже видно, что им очень много лет. Все потихонечку гниет, разваливается. Вижу заколоченные двери, то есть явно тут уже никто не живет. Некоторых стекол не хватает. Давайте поподробнее все это рассмотрим. Везде, просто везде резьба по дереву. Естественно, с каждым годом состояние всей этой красоты становится все хуже и хуже. Но явно в доме жили неплохие мастера в свое время. Да, ворота в бывший огород, от которого и следа не осталось, тоже сделаны весьма симпатично. Здесь вообще дверь нараспашку, как мы видим. Поэтому, я думаю, тут уже давно-давно никто не живет. Но при этом провод до сих пор подходит к дому. Опять же, смотрите, какие столбики резные, сколько на все это нужно было потратить времени. Чтобы в конечном счете просто-напросто все бросить. Давайте посмотрим, что здесь уцелело после нашествия мародеров. По-прежнему домик выглядит крепким. Но, к сожалению, как мы видим, внутри ничего не осталось. Возможно, хозяева целенаправленно уехали отсюда. Дом абсолютно пустой.
Ну что же, давайте теперь зайдем в этот дом. Надеюсь, дома здесь не все абсолютно пустые. Так как дверь заколочена, попробуем войти через двор. Дверь открыта. До сих пор уцелели какие-то сараи, бани, заборы. Ну что же, мы внутри. Двери открыты. Но опять же в доме пустота. Уцелели календарики 2007-2008 год. Наша чаечка снова с нами. То есть в 2008, судя по календарям, тут еще вовсю жили люди. Но потом что-то явно пошло не так. И сейчас это просто очередная деревня-призрак. Такое ощущение, что уезжали отсюда прямо целенаправленно. Забирали все. Дома в неплохом состоянии, но внутри просто невероятно пусто. Большой, разные комнаты. Смотрите, какая-то железная табличка. Это набережная в Ярославле, как я понимаю. Это продавалось в магазине. Какая-то этикетка даже есть. К ней причалили парусники. Какая пенсия нас ожидает? Государство обещает виртуально копить и реально платить. До сих пор обещает. Журнал 2001 года. Всего лишь прошло-то 20 лет. Обещания никуда не делись. Все осталось по-прежнему. Смотрите, какой тут стоит холодильник. Как-то мы уже такой находили. Не очень понятно, как он называется. Холодильник сделан под деревянную тумбочку. Даже так с виду можно упустить, что это холодильник, пройти мимо. Помещение кухни. Немножечко уцелело посуды. Вот такой вот уголочек. Наклеечки. Скрудж Макдак. И еще кто-то. И вот такие рисуночки были когда-то у хозяина на кухне. 1943 год. Солдатские матери. Называется картина. Картина 28-го года. В бой коммунистам. До сих пор тут висит костюмчик с бирочкой, то есть его никогда не одевали. Смотрите. Швейная фабрика имени Горького, город Ульяновск. И если тут посмотреть, то дата выпуска май 83-го года. Необычный потолок в доме тоже. Прям жил какой-то умелец, который хотел сделать не как у всех. Даже не знаю, как это назвать. Все сейчас перед вами. Так как внутри пустота, давайте уделим внимание тому, как выглядят дома снаружи. Смотрите. Вот такие, кстати говоря, необычные наличники.
Опять же, когда все это было новым, покрашенным, выглядело все это очень красиво. Давайте посмотрим на дом вот с этой стороны. 6 окон. Нестандартная планировочка. Какие-то наличники уже сняли. Вот такие вот неплохие домики тихо умирают где-то в глубинке нашей области. Давайте посмотрим вот на эту вот резьбу тоже. Ну, вот такие символы, сердечки, цветочки. И опять же, вот такой вот узорчик. Наличники скромненькие. Все вокруг очень сильно заросло. Двигаемся дальше. Вот еще 3 дома на нашем пути. Опять же, крыши крепкие, дома держатся, но видно, что, естественно, мародеры там уже были. Выбитое окно и бескрайние просторы со всех сторон. Стоит банька в лесу, в небольшом леске. Этот дом уже сильно разобран, нету стены. Может быть, жители соседних деревень в первую очередь приезжали сюда все это дело разбирать. В следующем доме тоже видно, нет одного окна. Скромненькие небольшие наличники. Двери нет. Давайте заглянем, посмотрим, что осталось внутри. Даже пол уже не уцелел, к сожалению. То есть, видимо, дом был заброшен одним из первых. Уже даже в нем не осталось пола. Разобрали абсолютно все, что могли. Опять же, смотрите, резьба по дереву повсюду. То есть в этой деревне было много мастеров и наводили тут в прошлом красоту в каждом доме. К сожалению, следующий дом представляет из себя точно такое же зрелище. Снаружи выглядит крепким, но внутри уже совершенно все разобрано. Нету даже полов. Итак, подходим к следующему дому. Опять же, какой-то провод до сих пор к нему идет. На этом столбе раньше висел таксофон, но таксофона нет. Видимо, приезжали любители пособирать металл и забрали здесь абсолютно все, включая таксофон. Необычный дом для деревни. Очень странный. Опять же, крыльцо необычное тоже. Давайте посмотрим, что здесь уцелело. Домик сделан
как будто бы небольшая квартира. Дверь вот такая вот совсем не деревенская, больше похожа на дверь из обычной квартиры 90-х. Наталья Сайко. Актеры советского кино. И опять же полная пустота. Между рамами лежит лошадка и мертвая птица. На стене висит плакатик 2009 года. То есть в 8-9 году эта деревня была обитаема в большей части домов. Тут, скорее всего, была кухня. Остался сервант до сих пор. Еще одна комната. Еще 2 домика. К ним подойдем немножечко попозже. А пока что заглянем во вторую часть этого здания. Видимо, дом был на 2 семьи в прошлом. Возможно, жилье от какого-то колхоза выдавалось. Точно такая же планировка, но тут как-то более мрачно. Вот такой вот странный медвежонок у нас висит на стене. Чье-то детское творчество, оставленное тут навсегда. И множество календариков, открыток. Календарь 13-го года. То есть, выходит, деревню покинули не так уж и давно. К сожалению, в открытках ничего не написано. А в этой что-то есть. Давайте прочитаем. Олег и Елена, поздравляем вас с днем вашего бракосочетания. Благословляем в путь вас дальний до самой старости святой. Желаем слышать звон хрустальный на вашей свадьбе золотой. Еще один домик в деревне. Опять же, снаружи выглядит неплохо, но внутри, к сожалению, полная пустота, как вы видите. К сожалению, оставшиеся 2 дома в деревне тоже не представляют никакого интереса. Внутри полнейшая пустота, хоть снаружи дома выглядят крепкими, внутри они уже абсолютно разворованы. Вот такая вот небольшая деревня, которую мы сегодня посетили. Если верить календарям, еще в 2014 году тут жили люди, но, думаю, никто никогда больше здесь жить не будет. И эту деревню можно считать вымершей. Через несколько лет она исчезнет, и не останется и следа, что когда-то здесь что-то было. Ну что же, мы покидаем это место и двигаемся дальше. Итак, на обратном пути проезжаем через деревню. То есть хорошая дорога проходит через небольшую деревушку. И вот этот дом, как нам кажется, уже явно брошенный. С другой стороны нет окна. То есть явно туда уже лазили. И если это окно до сих пор никто не поставил на место, значит, в дом уже никто не приезжает. Вот такой вот с виду неплохой домик. С
другой стороны этого дома нет окна, то есть явно видно, что в дом лазили. Поэтому я решил тоже заглянуть, посмотреть, что тут осталось. Сохранился заборчик, сарай и приоткрытая дверь во двор. В доме еще хоть что-то да осталось. Осталась мебель частично, еще какие-то вещи, птичье гнездо. Вот смотрите, нет окна, то есть прямо было видно с дороги выломанное окно, и уже было понятно, что явно тут никто не живет. Давайте посмотрим, что осталось в комнате. Такая вот большая темная комната. Две кровати. Смотрите, во что превратился потолок. Потолок мне напоминает заброшенный лагерь. После того, как крыша течет, плюс холода зимой, вся краска превращается вот в это. Но в деревнях подобный потолок я встречаю впервые. Старая добрая советская люстра, буржуйка до сих пор на месте, какие-то дрова даже припасены. То есть таких прямо жестких мародеров тут, видимо, не было, которые срезают проводку, воруют металл. Сюда, видимо, заходили искатели антиквариата. Скорее всего, дом бросили целенаправленно, забрали все личные вещи. Нету фотографий. Оставили только все ненужное. Смотрите, какие досочки лежат. Не знаю, покупные они или же нет. Но на самом деле выглядит неплохо. Может, это хозяин дома в прошлом делал. Не могу сказать наверняка. Какие-то остатки вещей ушли явно отсюда недавно. Современная свеча. Скорее всего, даже с запахом с каким-то. Эта деревня находится от предыдущей в 10 километрах. То есть очень близко они находятся друг от друга. Давайте посмотрим, что у нас во второй комнате. К сожалению, календариков нет. Непонятно, в каком году отсюда ушли. Но я думаю, не так уж и давно. На стене старый добрый ковер с оленями. С весьма, конечно, странными оленями. Но не будем придираться. Смотрите, что тут лежит. Дед Мороз. Советский Дед Мороз. Даже ножки есть. Необычно. Счетчик. Кто-то зачем-то снял, но не забрал. Кстати, счетчик
Выглядит неплохо, не такой уж он и старый. И даже затрудняюсь сказать, что это такое. Какое-то устройство. Пишите в комментариях, если знаете, что это. Внутри крутятся шестеренки. Вот так вот этот домик выглядит снаружи. То есть, смотрите, дорога проходит прямо через деревню. И явно смерть этой деревни наступила не вследствие того, что сюда ведет плохая дорога. Хочу сейчас проверить, работает ли таксофон. Я буду удивлен, если таксофон до сих пор издает хоть какие-то звуки. Оболочку зачем-то кто-то уже украл, но таксофон все еще на месте. Я удивлен, но таксофон все еще рабочий. А значит, деревня явно покинута совсем недавно. В этом случае даже дорога перед домом не такой уж и плохой вариант. Потому что реально, наверное, несколько машин в день проезжает здесь от силы. Никого. Но тем не менее, все равно дом бросили, несмотря на хорошую дорогу.